Здравствуйте! Наверняка вы слышали о растениях, которые могут убить вас, если вы их съедите. Но слышали ли вы когда-нибудь о растении, которое может убить вас, если вы к нему просто прикоснетесь? Если вы этого не знали, то мы познакомим вас с растением борщевик, растением из рода зонтичных и являющимся одним из самых ядовитых растений в мире. С середины 20 века это растение культивировалось в СССР как силосное, то есть как сочный корм для сельскохозяйственных животных. Его впервые интродуцировали в качестве кормовой культуры в 1947 году на северо-западе России. Ученые искренне надеялись, что борщевик окажется неприхотливым и полезным помощником, но оказавшись на наших полях, этот пришелец быстро доказал, что он нам не союзник, и даже приближаться к нему опасно. Даже пыльца, попав в глаза, вызывает их раздражение и теоретически может привести к слепоте. Завезенное растение, которое культивировали как кормовое, оказалось не только абсолютно непригодным, но и опасным для домашнего скота. Сегодня ученые беспомощны перед нашествием этого растения-захватчика. Несмотря на все усилия биологов, с каждым годом он захватывает все новые и новые территории и пока останавливаться не собирается. На этом июльском лугу, где можно увидеть удивительное сообщество растений и насекомых, кажется, что здесь царит полная гармония. Но это не так. Это место можно смело назвать зоной экологической катастрофы. Борщевик выделяется среди прочих растений своим ростом. Перед вами борщевик Сосновского. И это не единственный представитель обширного рода борщевиков. Род борщевиков – род растений семейства зонтичные. Всего в мире их произрастает 152 вида. Подавляющее число видов распространено в умеренном поясе восточного полушария. В Америке растет только один вид. Некоторые виды борщевиков съедобны, недаром их названия связаны с борщом. В старину молодая зелень некоторых растений этого рода, в основном борщевика сибирского, использовалась для приготовления блюд, которые поэтому также назывались борщ. Со временем он перестал употребляться. Разновидность борщевик мохнатый используется как пряность и входит в число компонентов, необходимых для производства рассольного сыра. К съедобным растениям относится борщевик сибирский или пекан. К счастью, в Сибири нет борщевика Сосновского. Несмотря на название, это преимущественно европейский вид, обычный для всей Средней России. Свежие листья и молодые побеги хорошо поедаются скотом. Растение также идет на силос. Он выглядит как обычная трава, у него желто-зеленые цветки и рост его значительно ниже борщевика Сосновского. А еще здесь растет борщевик рассеченный, высотой от 1 до 1,5 метров. Молодые побеги и листья борщевика рассеченного идут в пищу в маринованном виде, а стебли с предварительно снятой кожицей употребляются и в сыром виде. Его любят есть медведи и обожают пчелы. Почему ученые не стали культивировать именно этот вид борщевика – большая загадка. Борщевик Сосновского прекрасно приспособлен к жизни. Это гигантское растение, очень плодовитое. У него крупное соцветие – от 50 до 80 см в диаметре. Этот сложный зонтик состоит из 30-75 лучей. Цветки белые или розовые. Каждое соцветие имеет от 30 до 150 цветков. На одном растении таким образом может быть более 80 тысяч цветков. А еще борщевик занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий сорняк. Его высота может превышать 4 метра. А еще потрясает скорость роста этого растения. Его ежесуточный прирост может достигать 4-6 сантиметров. Откуда же в России взялся этот опасный чужак? Естественным ареалом борщевика Сосновского является Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье, а также Ближний Восток. Это растение предпочитает горный климат. Борщевик растет на альпийских лугах и в лесах, расположенных выше отметки 1500 метров. Этот вид борщевика назван в честь исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского. Растение это влаголюбивое, но переносит временную засуху, которая заметно снижает урожайность. При застое воды весной частично вымокает, плохо растет при близком стоянии грунтовых вод.
Требователен к плодородию почвы, предпочитает нейтральные почвы. Отличается хорошей зимостойкостью, выдерживает заморозки до минус 7 градусов, под глубоким снегом до минус 40. Всходы появляются еще под снегом. Такой жизнестойкостью обладает далеко не всякое растение. Важно, что борщевик всего за один сезон дает огромный прирост массы. Уже через 2 месяца после схода снега можно увидеть эти огромные листья. Они в несколько раз превышают размер человеческой руки. По краям они имеют массу зазубрин. Стебель растения имеет толщину от 5 до 10 см. Он невероятно прочный и покрыт фиолетовыми пятнами и шипами. Разумеется, таким живучим и плодовитым растением заинтересовались ученые. Его открыли в 1944 году, и сразу после войны, когда не хватало еды, было решено использовать борщевик как силосную культуру. У агрономов были самые благие намерения, а так как время действительно было тяжелое, послевоенное, ученые бросили все силы не на изучение борщевика, а на его переселение в среднюю полосу России. Борщевик Сосновского – ранняя кормовая культура. Его сочная мякоть – хорошее сырье для силоса. Но это было ошибкой. Поначалу борщевик не хотел приживаться на новом месте, в нашей средней полосе. Поэтому ученым пришлось потрудиться над этой проблемой. Более 4 лет целый институт занимался акклиматизацией этого растения. В результате борщевик впервые успешно прижился в конце 40-х годов на северо-западе Советского Союза, Псковской и Ленинградской областях. И поначалу агрономы считали акклиматизацию борщевика Сосновского своим большим достижением, но очень скоро убедились, что чужак нуждался в заботе только на первых порах, а когда он освоился, он пошел в наступление. В 80-е годы, когда грянула перестройка и было много заброшенных земель, борщевик почувствовал свою силу. Он нашел благодатную почву на заброшенных землях и начал бесконтрольно распространяться. Тогда же, в конце 40-х годов, ученые завезли к нам еще один вид борщевика, на который возлагали большие надежды. Это борщевик монтегацци. Этот вид предполагалось использовать в качестве медоноса. Данный борщевик – самый крупный представитель семейства зонтичные. Естественный ареал борщевика монтегацци находится в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае, а также в Грузии. Борщевик монтегацци не стал таким агрессивным пришельцем, как его собрат борщевик Сосновского. По оценкам ученых и специалистов, им сейчас заражено более 1 миллиона гектаров в европейской части России. С каждым годом площади, которые захватывает борщевик Сосновского, увеличиваются на 15%. Распространяется он часто по дорогам, то есть налипает на колеса, на обувь человека, а также прилипает к шерсти животных, а потом осыпается где-то в других местах и дает всходы. Некоторые люди, передвигаясь по дороге из Москвы в Санкт-Петербург, замечали по обеим сторонам полотна огромные заросли этого растения. Особенно их много в Тверской и Новгородской областях. Это просто целые поля. Смотря на цветочки, многим нравятся эти интересные кустики, но они не ведают, какой это опасный и агрессивный сорняк. Так в чем же опасность этого растения? При ближайшем знакомстве с борщевиком оказалось, что контакт с ним чреват болезненными ожогами. Но сам по себе сок борщевика не жгуч и не ядовит. Как же возникают повреждения? Оказывается, во всем виноваты особые вещества, содержащиеся в этом растении – фуранокумарины. Эти вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. При попадании сока на кожу, которая впоследствии подвергается контакту с солнечными лучами, возникают фотохимические дерматиты, похожие на ожоги 2 или 3 степени. Они появляются не сразу, а через несколько часов или даже дней. Основная опасность в том, что борщевик не обжигает, как крапива, и человек ничего не чувствует при прикосновении. Не почувствовав брызг сока, он может в дальнейшем идти загорать, и это самое страшное. Только на 2-й день появляется покраснение и ощущается дискомфорт. Дальше ожог начинает резко развиваться и возникают волдыри. Когда волдыри вскрываются, то в них обнаруживается сок борщевика. При вскрытии сукровиц сок может заражать незараженные изначально участки кожи. Если случится контакт с борщевиком, то в первую очередь нужно прикрыть то место, на которое попал сок, плотной повязкой, чтобы на него не попадал солнечный свет.
Затем нужно как можно скорее смыть сок теплой водой с мылом или протереть кожу спиртовой салфеткой. Почему именно так? Потому что просто вода сок борщевика не смоет. Фуранокумарины – это жирорастворимые вещества. Когда полученные раны заживут, пораженный участок кожи останется чувствительным к солнечному свету еще в течение 7 лет. Но борщевик даже коварнее, чем вы можете себе предположить. Для того, чтобы причинить вред своему здоровью, человеку даже не обязательно касаться борщевика, достаточно просто подойти к нему близко. Если подойти к нему с ветреной стороны, то можно увидеть, как сотни и тысячи цветов дают огромную массу пыльцы. В сухую погоду при дуновении ветра эта пыльца полетит и может попасть в легкие, что вызовет ожог верхних дыхательных путей. Но и это еще не все. Борщевик не только опасен для людей и домашнего скота, но он также буквально истребляет на своем пути всех конкурентов. Широкие листья борщевика перекрывают солнечный свет всем остальным растениям и препятствуют их росту. Но самая плохая новость, что мы пока не можем сдержать распространение борщевика. Проблема в том, что это растение может расти как в тени, так и на солнце. Может расти в субтропическом климате и в почти арктическом, выдерживая огромный диапазон температур. Растение дает тысячи семян, у которых почти 100% всхожесть, а семена могут сохраняться без ущерба многие годы. Как оказалось, сделать почти ничего нельзя. Но способ все-таки нашли. Это биологический способ с использованием конкурента – топинамбура. Это растение по высоте такое же, как борщевик, а иногда и выше. Оно растет быстрее, и у него хорошо зимующие клубни, из-за чего каждый год оно возобновляется. Поэтому предполагается вспашка и дискование зарослей с последующей посадкой клубней топинамбура, либо даже высадка клубней топинамбура в заросли борщевика. Дачников и коммунальные службы под угрозой штрафов обязали вырубать борщевик на вверенных им территориях. Ежегодно на уничтожение побегов этого растения отправляются сотни добровольцев. На нем испытывают самые мощные и современные химические средства. Некоторые биологи предлагают уничтожать борщевик зимой. Если в сильные морозы снег с поля счистить и дать промерзнуть почве до минус 6-7 градусов на глубину около 8 сантиметров, то растение погибнет. Уже проверено, что этот метод отлично работает, но эффект будет только тогда, когда эту технологию начнут применять в промышленном масштабе с использованием тракторов. Неожиданное применение растению применили в Тверской сельхозакадемии. Ученые предлагают получать из этого растения биоэтанол. В борщевике много сахара, выходит почти 3 тонны с гектара. А из сахара легко гнать технический спирт и другие спиртосодержащие жидкости, которые можно использовать в качестве добавок к дизельному топливу. И все же счет пока не в нашу пользу. Каждый год площадь, которую захватил борщевик Сосновского, медленно, но неуклонно растет. И сегодня, когда мы расширили знания о биологии этого растения, может, нам удастся найти на него управу. Как говорится, поживем – увидим. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!